Всем привет, это канал BadSafe Прибалтика, меня зовут Юрий Жигаев, и это новое шоу «Зажигалка». Сегодня я хотел поговорить о молодых игроках, которые внезапно заканчивают свои карьеры в футболе. Сегодня целых два героя: Артем Логинов и Илья Щатцин. Поехали! Сверху мне кто-то говорит, мол, парень, заканчивай, иначе потом что-то будет плохое. Мы все стараемся, мы все плывем в одной лодке, а сидит какой-то Артем Логинов, пидорас, и делает дырку в лодке, бля, и знаешь, мы тонем. Самый богатый клуб Латвии, он мне пишет, типа, скинь 27. Значит, тоже что-то там нехорошо было. У меня были проблемы с сердцем, о которых никто не знал. Здесь Юра Жигаев, у микрофона все правильно. Не на футбольном поле, футболист, блогер, да без поклонов. Раз-два и песня уже готова. Все самое интересное еще впереди. Я даже прочитать не могу. Что там написано? Сачи. Сачи? Сачи, От да. фамилии? Да, Илья, Сачи. здорово. Здорово. Как дела? Отлично все. Садись, рассказывай, почему Сачи? Фамилия? Все просто? Да, я поменял очень много никнеймов, так сказать, и вот наконец-то пришел к самому простому, наверное, вот фамилия, и звучит, и полностью привык к нему уже, поэтому Сачи, да. Можете Слушай, меня называть так теперь. Сачи, нет, это для меня Илья. Щатцин, футболист, который всегда мне напоминал самого себя, когда я еще играл. Мне казалось, парень похож на меня и по манере игры, и плюс серьезно тебе говорю. Так, как дела? Все хорошо, вот в Риге встретились с тобой. Это мы находимся на твоей квартире-студии. Ну, можно и так сказать, да. Но это конкретно не моя квартира, съемная квартира, потому что в Риге я периодически приезжаю, тут сейчас не живу. Так, может, раз в год на месяца 3 приезжаю, делаю дела и возвращаюсь обратно вот в Голландию сейчас. До этого я был в Англии, искал себя, но Голландия мне больше понравилась, поэтому я возвращаюсь туда теперь. Какого направления музыкой ты занимаешься? В принципе, можно сказать, клубный рэп, поп, R&B, все вокруг вот это. И я как бы люблю всю музыку и по настроению, можно сказать. Что захочется написать сегодня, напишу, то другой день другое. Я погуглил, там ты исполнитель и сводишь музыку. Кто ты? Продюсер? Я все, можно сказать. Я все сам себе делаю совершенно, начиная от текста, аранжировка, сведения, продвижение. Иногда мне, может, помогают анимации, картинки, клипы тоже сам себе, это как его, если маленькие снимаю, тоже себе, можно сказать, монтирую. Так что я артист, продюсер, звукорежиссер, битмейкер и все, что связано с этим. Ты чемпион Латвии 2015 года. Ты играл в молодежных сборных, начиная от У-17 до У-21. Национальную, по-моему, не привлекался ты. Не, национально не был. Да. Карьера шла, можно сказать, вверх. Ты слепо переехал на тот момент. Вот Рига ФЦ образовалась, Рига ФЦ перешел в РФШ, тоже в амбициозный клуб. И бам! Ты закончил играть в футбол и стал заниматься музыкой? Ну, вообще, я начал заниматься музыкой где-то в 2011 году, и все это так было, параллельно шло вместе с футболом. И, может, сейчас я понимаю, когда я уже взрослею, что музыка, возможно, мешала мне реально заниматься футболом, потому что у меня они шли вот так вровень, 50 на 50, я заканчивал тренировки, у меня сразу в голове музыка, и я бежал домой делать музыку, и, возможно, это и помешало мне, потому что я считаю, что если ты хочешь стать хорошим футболистом в Латвии особенно, тебе нужно просто на поле 24/7 будет оставаться, тренироваться, постоянно думать о футболе, ни о чем другом, ни о клубах, ни о девушках, и тогда у тебя только получится все это, потому что есть примеры, которые вот думают постоянно о футболе. Я знаю, кто тренировался, оставался после тренировок, и поэтому они сейчас играют в других клубах. Кто это? Тоберс, например, вот я знаю, что он реально болен футболом, Да. это как его вот, и его взяли. Потом, плохой пример, могу сказать, Сергей Воробьев, например, где он сейчас, никто не знает. А талант у него просто безумный. Сумасшедший. Да.
Ну, еще, конечно же, много примеров. Сейчас сразу тяжело вспомнить всю свою так, карьеру. Но... Как в голове вообще появилось вот это решение, что ладно, все, заканчиваю с футболом, ну, типа, что не будет больше тут. Что, как, какие мысли? Эту историю вообще немногие знают, скорее близкие только, потому что где-то в 14 лет на одной из тренировок у меня что-то случилось с сердцем именно. Началась тахикардия. Я потом, то есть это когда там за 200 пульс, 200-215, и что-то было не так, меня отправили ко многим врачам, они все говорили, у тебя здоровье в сердце, все отлично вообще. И периодически случалось это у меня где-то раз в полгода, может, то, что на тренировке или во время игры. Даже бывало один раз перед игрой на разминке, но я потом все равно отыграл 90 минут, как раз слепый, когда я за Ригу играл. И я не показывал это со стороны, то, что вот мне плохо. Да, я останавливал, немного бил себя, как бы кашель был. Да ладно. Да, было такое, но я продолжал, как бы не хотел просить замену. Все равно врачи говорили, все как бы нормально, да. И все это продолжалось периодически случаться. И в какой-то момент, просто когда вот в Риге я получил травму, ну, чтобы до этого дойти, я расскажу тогда всю уже историю. Слепый, когда закончился контракт, когда мы стали чемпионами, меня предложили, точнее, очень смешное такое повышение, как бы после чемпионства. И позвала меня к себе в Ригу, да. Приехал я в Ригу, все было отлично, вообще по условиям. Был, кажется, тренер Курбатов, я при нем играл все время. И потом пришел Хамуха, русский тренер, со своей методикой упражнений, и где вот, у меня никогда в жизни не было травм, реально. И потом, когда он пригласил какого-то тренера, который просто невероятно нас мучил, я почувствовал какую-то боль в пахе именно, да. Но так как у меня никогда не было травмы, я просто подумал, ай, ладно, пройдет это все, да, затянул, потом все-таки решил как бы обратиться к доктору спустя, может, недели 3. И доктор сказал, что ты реально запустил. Где-то на протяжении 3-4 месяцев мне вкололи уколы прямо в пах кололи, где-то около 90 уколов было. И еще в районе живота, потому что это переходило как бы на живот еще. Потом стало в какой-то момент легче. И, ну, я перестал играть в Риге, и в этот момент меня как бы подцепили РФШ. Я пошел навстречу, договорился с ними о контракте, потому что они были готовы конкретно обо мне позаботиться, как футболисте, потому что в Риге не совсем были такие хорошие условия в плане медицины, потому что у меня был в Риге любительский контракт, я мог как бы заключить в любое время вообще с другим клубом контракт, что я в принципе и сделал в РФШ, потому что мне предложили реально помощь. И до конца сезона меня как бы лечили там. Я вышел только в последних 2 играх. Потом следующий сезон, да, я готовился полностью всю предсезонку. Но потом опять во время сезона почувствовал боль и выпал где-то на 3-4 месяца, опять же, да. Потом в конце сезона опять я играл. И потом в предсезонку я лечился какое-то время и максимально готовился к новому сезону. Я помню, еще на Кипре, тогда еще тренер пришел, вот этот литовец. Валдес. Валдес, да. Все было нормально, в принципе, мы нормально общались. Он ценил меня как человека, как футболиста. Он говорил, ты молодец, то, что ты творческий человек, мне нравятся творческие люди. Он это замечал на поле, потому что я как бы любил что-то придумать. Нестандартно. Да, нестандартно. В этом мы с тобой, может, похожи, да. И готовился. Все отлично. Мы прошли сбор на Кипре. Я себя хорошо достаточно показал там. И в какой-то момент просто, когда мы вернулись в Ригу, оставалось 3 недели до сборов, точнее до сезона. На тренировке мы как-то не то что сцепились, но поругались, да. И он сказал потом мне после тренировки: Илья, приди в офис ЛНК. У меня были уже мысли, какие-то, но я все равно пошел в надежде, что это не то, что я думаю. И я пришел, там был на встрече Александр Усов, который, кстати, был против, мне кажется, решения того, который тренер главный. Он мне потом сказал, но я пришел в офис, и тренер сказал, что извини, мы на тебя не рассчитываем. И это было все за 3 недели до начала сезона. И вот тогда я понял, что
мне нужно заканчивать, потому что... Сколько тебе лет на тот момент? Мне кажется, 23 или 22 года Все было. еще впереди, по идее. Все еще впереди, да, но смотри, я как бы верю в то, что в жизни как бы присутствуют какие-то знаки. То есть, смотри, у меня была музыка 50 на 50, которая по сути мешала мне. А у меня были проблемы с сердцем, о которых никто не знал. И когда вроде я так посчитал, что вот сердце не смогло до меня достучаться, хотя это достаточно важный орган, Да. пах полностью добил меня, в плане я мучился 2 года, и когда я был готов к сезону, меня просто скинули. То есть я посчитал, что сверху мне кто-то говорит, мол, парень, заканчивай, иначе потом что-то будет плохое случится, реально. Несмотря на то, что вот мне даже РФШ предлагали, и все клубы Латвии, кроме Риги и Меты, мне сразу же готовы были взять себе в команду. Венспилс, они мне предлагали прям Венспилс просто сразу же на зимнем кубке, вот послезавтра игра с тем же РФШ. Давай, переходи в Венспилс. Но я как бы подумал, нет, не хочу, закончу. И я понял, что мне нужна встряска, да, какая-то, просто очнуться, вот, чтобы не впасть в полную депрессию. Я просто поехал в Англию, поработать как нормальный человек, пустить себя на землю, типа, ну, ты простой обычный человек, давай, не расслабляйся. Я поработал туда. Чем занимался? Я занимался, ну, как бы обычной такой работой, связанной с косметикой. Я ездил просто на траке, на тачке и развозил это какую косметику по фабрике. Несложная работа. И потом вот во время той работы я реально понял, что вот сверху мне дали знак, я буду заниматься музыкой. И по сей день я занимаюсь этим, это мой основной как бы заработок. И меня все сейчас устраивает. Я ни капли не жалею, что так произошло. Хоть у меня внутри есть такие мысли, может вернуться все-таки в футбол. Но я понимаю, кто меня сейчас возьмет, как бы, а с первой лиги я не хочу начинать. Ulimbašs, laba piespēle pa labi. Loganovs pats sit, un ir vārti, un Jurmaleki izvirzās vadībā. 3-2. 3-2. Ja nekļūdos, tad tas bija Arčuns Loganovs, kurš uznāca uz maiņu. Pirms tam viņš līdzīga epizode arī vienreiz sita, lai gan bija iespējas piespēlēt, bet nospēlēja egoistiski, slikti, tika nobloķēts. Šeit atkal pilnīgi tāds pats lēmums. Артем Логинов! Ты что здесь делаешь? Типа, давай мы... Ностальгирую. Ностальгируешь? Давай, типа, мы это не договаривались здесь встретиться. Случайно получилось. Пришел посмотреть на Ханзу. Как мне должны были знаки показывать, как я закончил с футболом. Когда забивать, когда не забивать. Было такое? Было, да. Человек сидел на трибуне. Да? Да. Слушай, ну ты сейчас так спокойно об этом говоришь. 5 лет назад тебя дисквалифицировали на год из всех соревнований в латвийском футболе из-за тотализатора. Тебя дисквалифицировали за попытку или все-таки что-то уже было? За попытку. За попытку? За попытку. К счастью, я чистый человек, ничего не успел сделать, и этому я рад. Но попытка была. Расскажи. Попытка уже произошла, грубо говоря, на 90%. Да? 10% не сыграли. Ну, не на 90, на 100. Ой, на 100, на 80% почти. Расскажи, пожалуйста, как это технически происходит. Как ты думаешь, почему именно тебе решили предложить? Кто предложил? Наверное, я такой паренек, знаете, как такой шебуршной, вечно куда-то такой, любил что-нибудь такое нестандартное, да, не жил по прямой линии, всегда двигался со стороны в сторону, и, знаешь, и люди, наверное, решили подойти как-то аккуратно ко мне предложить, а я на эмоциях, которые мне деньги предложили, согласился. Сколько предложили? Честно, вот я не помню, там где-то выходил, наверное, по пару тысяч каждому, там, плюс-минус, вот такое там. Я точно эту сумму не помню, что-то такого, что на пару тысяч должны были. Да. А зарплата у тебя сколько была? Зарплаты? Да. 450 или там 500 евро, что-то такое, или 400 евро. 4, грубо говоря, зарплаты, да? Да. Покушал бы икры. Звонили, встречались, как? Это было... Позвонили, предложили встретиться с одним, потом встретился с другим человеком.
Они предложили там то, надо сделать, попросить воротчика, надо попросить там, сказать, знаешь, защитника, там еще сказали, еще один чувачок в теме будет. Ну и вот. Моя задача была как бы собрать команду, Dream Team сделать. Ну и я начал собирать команду. Был такой вратарь, привет, кстати, ему, знаешь, может постыдиться, как бы, Оскар Даргис играл в Олимпе, в Сконто свое время, потом в Мэтте играл. Мы с ним в сборную У-21 играли. Как я начал, я первый, знаешь, ему предложил, позвонил, говорю, Оскар, давай встретимся, есть, короче, прикольное предложение для себя. Он говорит, ну давай встретились. Он зашел ко мне домой в гости, я ему сказал, он говорит, да. Но это мое мнение, это может быть я не ошибаюсь, но я более чем уверен, что не ошибаюсь. И потом я ему все рассказывал, да, там познакомился с людьми, еще пару ребят, я думаю, так же делали. Мы им говорили, а они за нашей спиной, не чтобы нам сказать, нет, Тёма, ты что, дурак, значит, направить, сказать, ты что, больной, давай лучше в футбол поиграем. Они соглашались, я их не виню, виноват я полностью сам, и виноват второй человек, прекрасно знаете, это Денис Тарасов, он тоже виноват, что согласился. И он сдавал всю информацию моему тоже другу Андресу Рихельцу. И там, наверное, Гильтмин, я не знаю, ходил, и просто в один момент, когда меня выгнали из футбола, и Дениса, а там те люди остались, ну, соответственно, понятно, наверное, они ходили, да. Ну и плюс были пару моментов, когда я видел, что я уходил с тренировок, а они там шли в офис. Как бы такие вещи происходили. Тогда перед игрой мы последний раз встретились, это было кафе, я не помню, короче, где-то какое-то кафе, встретились, нам сказали, короче, что у нас первая игра должна быть с Венспилсом. Это 2015 год, что мы должны после 30-й минуты не забивать ни одного гола. Короче, можем забивать, но проиграть обязательно в 3 гола. Все вроде бы, все, день игры, все идет по плану. Приходим в раздевалку, кстати, вон там вот раздевалка, вы можете посмотреть, если потом Ира покажет там. И Андрес Рихельц меняет из 6 человек, которые должны были, 2 только оставляют в составе. Это непонятно ничего, знаешь. Я в шоке, ну ладно, я в составе так же самое. Ну что, я выхожу, я уже играю нормально, а что мне делать, что, знаешь, мы ничего не можем. Сидел здесь человек на трибунах. Кто? Сергей Мишин, ну я думаю, все знает. Да. Должен был, помню, там какой-то жест, походу кепку снять. Мне надо было смотреть на него, чтобы кепка, и тогда типа начинать, знаешь, потому что во время игры ты можешь на тайм там не писать. Ну, короче, надо. Ну и он показал вот так, он увидел состав, типа, да, сидя на трибуне и ушел. Но самое интересное, что почему говорили, что все-таки игра прошла. Надо посмотреть историю. Если я не ошибаюсь, 31-я минута гол, там потом 50 какая-то минута гол, и там под 90 минуты гол. То бишь все как надо, сценарий прошел все как надо. А деньги были загружены, как мне рассказывали. Типа, ну, уже деньги сделали. Ну, вот я не знаю. Такая... Ну и после первого тайма меня заменили. На следующий день меня Андрес попросил в 8 утра прийти с ним поговорить. Я уже догадывался, что происходит. Ну так, мысленно. В его машину сели. И он говорит, ну как тебе не стыдно, там вот такие вещи, типа, чтобы я отдал форму. Да, без проблем. Ну а понял, что? Он мне говорит, иди в полицию, типа, сдавайся, типа, пиши как есть. Я тогда, ну, типа, как мелкий был, знаешь, на меня могли надавить, повлиять. Ну, что сейчас это, в принципе, не произошло бы. Да. Я бы, был бы сейчас в возрасте, да, я бы сказал, я ничего не знаю, все, не пойман, не вор. А так на меня надавили, пошел в полицию, там, рассказывать. Ну, и меня выгнали, соответственно, с команды, там, пошел. И еще у нас такие, оказывается, ну, это чисто мое мнение, не очень красиво поступил Янис Межецкий, как я считаю, да, которые мне ребята обещали, там, ты продолжишь карьеру, ты будешь играть. Ну, за то, что ты только расскажи, ты только расскажи, и все будет в порядке. Ты полиция, и ты будешь, да, мы сделаем так, чтобы тебя только, ну, как, условно, типа того. Ну, блин, я на это и повелся. И потом, спустя какое-то время, как я рассказал, все забанили. Я пытался с ним встретиться, я пытался там через тоже людей пытался встретиться, но говорит, что никто со мной встречаться уже не будет. Как бы, ну, кто такой там, 20 лет пацану? Ага. Что, его забанили, все. Один человек сказал мне, что это, чтобы отчитаться перед УЕФА, ФИФА, вот этим вот, ну, перед УЕФА больше,
нашли ложка. И типа показали, что мы работаем, мы забанили, да? А когда, блядь, более тут серьезные ставки, типа реально все это вот, когда там Гулбаны, да, кто там еще? Этот... Динабур, ну да, да. Нет, вот это вот... Это много литовцев здесь играло. Даугава-Рига. Даугава-Рига. Когда там, да, никого не могли ничего забанить, потому что люди были с головой. Они говорят, мы ничего не знаем. А на меня надавили, как вот, за что тоже знаю, что, ну, я виноват полностью, конечно, но люди просто некрасивые. Могли помочь, да, как бы, люди ошибаются в жизни, там, помахать пальцем, сказать, Артем, не делай это, ты нам помоги, расскажи, кто что, как бы я все это сделал, и... А насколько там все вот организовано, ты сейчас рассказываешь, кепки, знаки. Почувствовал какую-то там систему целую, про которую говорят, что это огромный бизнес? Да, блин, я связался с мелкими шавками. Если бы я говорю, если бы мне положили там 100 тысяч и выше, тогда там, что это есть 2000? На нас, как на лохах, хотели сделать. Я просто тогда, правда, ничего не понимал. Молодой и зеленый. Молодой. Мне бы дали бы 2000, а человек бы заработал 50-100. Я не знаю, сколько. Я до сих пор не могу. Ну, я примерно могу представлять, да, но я не знаю, как дальше, что там. Я думаю, на нас нормально поиграли. Но ребятам большой привет, те, кто будет смотреть. Я думал фамилии сказать, но не хочу. Я все-таки решил не сказать. Привет, те, кто... И до сих пор мне руку жмут и смотрят в глаза, да, и даже не попросили извинений за то, что я с ними разговаривал, предлагал, а они меня шли сдавать. Как бы. Вам всем привет, удачи, как бы, да. У меня на Оскара Даргиса, у меня отдельная злость. Я даже заплатил людям деньги, чтобы его у подъезда переломали пальцы. Я серьезно говорю, но... У меня, слава богу, есть люди, которым я все это рассказывал, они мне сказали, Артем, не надо, тебе да? не надо это, ну, не стоит. И уже люди стояли, и я успел вовремя дать отбой. В этот день уже должно быть. Как бы, вот на кого, даже бы, сейчас бы я бы посмеялся, значит, наверное, может быть, с Оскаром бы выпил бы и бокал пива, знаешь. Интересно, зачем ты так, не мог рассказать? Но тогда было злости столько, чтобы его поймали, там, и переломали, там, руки, чтобы забыл, что такое ловить мяч руками. Слушай, ну ты в тот момент, когда вот это делал, договаривался с игроками, ты ничего не чувствовал, какой-то тревоги или что это неправильно? Какие ощущения? Чувствовал, я не знал, как подойти. Ты знаешь, вот мы с тобой вроде бы одноклубники, а мне подойти и сказать, слушай, Юра, давай там, может, вот я не... Как это вот сказать, первые слова, и чтобы человека первую реакцию, когда он, слушайте, Да. без конца, и смотрит тебе в глаза, типа, либо, блядь, ты да говоришь, либо нет. А вот это самое трудное было, да, как бы... Ну и было, когда ты, знаешь, тренируешься, и, блядь, ну, я козел в этой ситуации, не то что козел, а мудак, то, что так поступил. Я перед партнером, все те, кто играли в той команде, я реально публично сейчас извиняюсь, как бы это некрасиво было, что мы все стараемся, мы все плывем в одной лодке, а сидит какой-то Артем Логинов, пидорас, и делает дырку в лодке, бля, и, знаешь, мы тонем. Это не вариант. Вот за что, это единственное, за что мне как бы стыдно. И что вот это вот внутри, когда ты, блин, видишь, что пацан там вырывает, а ты, бля, понимаешь, что ты будешь сдавать игру. Типа, что делать? Мечта так близко, хватай ее. Завтра уже будет поздно. Это твоя игра, ты в ней герой. Мы, лев на груди, сегодня готовы победить. Мы уберем с пути всех, кто готов против нас пойти. Мы белосиний мир, пусть Рига знает, кто тут номер один. И мы разделим на двоих победу с теми, кто нами любим. 90 минут до финала, отдав все силы, мы не сдадимся, пойми. Нас живет вера в себя и голос звериный, пойми. Мы не просто команда, семья наша крепкая, как гранит. В глазах наших пламя и страсть, больше надежды. Жалел хоть раз, что закончил с футболом? Прям так сильно, чтобы жалеть, нет, не было. Есть такие моменты, когда хочется вернуться, но я сразу же возвращаю себя сюда, говорю, нет, не надо, тебе был дан знак сверху, и несколько раз при этом, и на третий раз ты уже реально понял, что не нужно этим заниматься. А почему скучаешь больше всего вот из футбольной жизни? По премиям? Не по премиям, ну, скорее всего, по сборам всяким разным, да. Жизнь вообще профессионального футболиста — это достаточно тяжелый труд каждый день. Но интересно. Ну, интересно, да. Но у меня сейчас не менее интересное занятие, которым я полностью доволен, и я рад вообще, что все так идет, как Про идет. заработки. Ты сейчас больше зарабатываешь, чем, допустим, Лепой чемпионом когда стал? Да, Да? да. Ну, чуть больше, не намного, но
больше. И при этом то, что я как бы встаю, когда хочу, делаю работу, когда хочу, сколько хочу. И если бы я как бы поднапрягся, занимался этим также 8-часовой рабочий, ну не 8-часовой, там хотя бы 5 часов каждый день, то я бы намного больше зарабатывал, чем сейчас. Мне все время интересно, вот как творческие люди, вот как ты садишься и пишешь песни, музыку? Вот когда ты первый раз вообще написал? Свою Первую песню? песню. В 2011 году для девушки обычная история. И как сейчас на нее смотришь? Не на девушку, а на песню. На песню. Нормально? Или сейчас кажется, что Да, слабо? Ужас, Да? слабенько, конечно. Если Да. сравнить сейчас с этим материалом, то очень слабенько. Расскажи, покажи, как что-то делать. Ты мне уже показал, покажи зрителям. Ну смотри, короче, Ты готовился к моему приходу, я так понял, да? ну, хотел кое-что показать, как вообще работает все это в музыке. Есть такой, как это сказать, термин сэмплирования. Да. Ты берешь какой-то отрывок и просто его сэмплируешь до неузнаваемости, и люди не понимают, что это вообще и из чего это сделано. Допустим, смотри, у нас есть гимн Латвии, да? Да. Все узнали, да? Вот этот кусочек я вырезал, потом я его просто в обратную сторону пустил. Немного я его, то есть, сделал быстрее, да, и накинул кое-какие эффекты. И получилось, вот если убрать эти эффекты, да, то и реверснуть его обратно. Так. Вот, то есть получается, это он, да? И сейчас мы накинем на него эффекты, и получается вот такой вот звук. Это гимн Латвии, да. И сюда я добавляю конкретно другие инструменты, допустим, добавим бас. Я добавляю постепенно новые инструменты. Это гимн Латвии, да? Да, это гимн Латвии. Еще сюда я записал свой голос, тоже, вот, допустим, на этот же микрофон, который сзади. Я вообще все песни свои записываю на этот же микрофон, сидя. Сейчас он просто стоит. Вот мой голос. Когда я добавил все эффекты, получается вот такой вот. Потом еще один такой же. Опять же с эффектами. И все это вместе звучит вот так вот. Нормал. Только я забыл гимн сам включить. С гимном это будет вот так вот. В общем, вот так происходит сэмплирование, и никто никогда не узнает, что это гимн Латвии. А ты другим людям тоже делаешь, да? То есть Да, в обрабатываешь? принципе, я обрабатываю голос, пишу аранжировки на заказ, на продажу вообще. Сколько стоит одна аранжировка? Ну, зависит тоже от аранжировки, но в целом это около 130-150 евро. Тут творческий процесс, пацаны, идет, так что Да, спокойно. В принципе, можешь, да, начинать. Нажимать? Что-то Илья приготовил. Поехали. Здесь Юра Жигаев у микрофона, все правильно. Не на футбольном поле, футболист, блогер, да без поклонов. Раз-два и песня уже готова. Ты за сколько это написал? За минуту? Я этот текст написал за минуты 2 примерно. Так. Но это еще долго. Бывает чаще когда Быстрее? еще быстрее, да. Давай, В покажи, принципе. что получилось. Что получилось? Новый хит. Так. Сейчас мы погромче сделаем. Давай. Здесь Юра Жигаев у микрофона, все правильно. Не на футбольном поле, футболист, блогер, давай без поклонов. Раз-два, песня уже готова. Здесь Юра Жигаев у микрофона, все правильно. Не на футбольном поле, футболист, блогер, давай без поклонов. Раз-два, песня
Чем занимаешься сейчас вообще по жизни? Сейчас на данный момент 2 недели отдыхаю, отпуск на работе, а так работаю в баре, бар-менеджер. Так, Бар-менеджер? да, ну, управляю баром, все, что можно так сказать. А так, в принципе, после того, как закончил с футболом, Юра, пошел в ресторан, работал там помощником бармена, знаешь, там помощника официанта, таскал мусорник, знаешь, как шестерка, типа, ничего не умел, знаешь, а что в жизни, ты знаешь, чему-то надо учиться, было хорошо, что еще вовремя похватился, пошел, ну и что-то вырос, там довольно много чего выучил, относительно по выставкам ездил, знаешь, учусь. Жалел, что с футболом? Знаешь, я тебе так расскажу, первоначально я жалел. Но потом, когда я просто понимал, что, знаешь, там, принеси, подай, типа, иди нахуй, не мешай, типа того, да, я думал, бля, лучше во футбол играл, лучше тренер, что я наделал, повелся на этих пару тысяч, да, жизненных. А потом я начал обучаться, знаешь, как бы расти в карьере, как бы такие вещи происходили. И я начал про это забывать, и потом я на некоторых ребят, которые остались играть, а я ушел, я на них смотрю, я не буду называть фамилию, они мне скидывают, блядь, смс-ку, типа, Лора, скинь 20 евро на жизнь, да. Люди играли реально, ну, я не буду называть фамилию, этот человек тоже сейчас еще до сих пор играет, и человек тогда играл в Рига ФЦ, типа, самый богатый клуб Латвии, а он мне пишет, типа, скинь 20 евро, значит, тоже что-то там нехорошо было. Да, и вот так вот смотришь на ребят, мучаются, и вот сейчас вот начинают, как бы, они тоже заканчивают потихоньку, понимаешь? А по факту тебе уже 27 лет, ну, я не думаю, чтобы они что-то выучились или что-то сделали. Я не говорю, что они плохие ребята. Просто, может быть, знаешь, если бы продолжил бы играть, вот сейчас лимит на легионеров, больше легионеров, да, там, я не тянул бы уровень, играл бы, вот по первой лиге шатался бы, или там в низах там за 500-600 евро, но а тебе 27 лет, и тебе надо как-то зарабатывать, откладывать. Ну, для себя жить надо, а не выживать. Слушай, но футбол все равно ты не бросил играть. Была дисквалификация на год, да? Из всех соревнований? У меня была дисквалификация на год из всех соревнований, которые проводит Латвийская футбольная федерация. Единственное, где я мог это реально играть, это меня вот на гетто-футболе. Спасло тебя, это да? реально, вот спасибо большое Антону Семенюку, вообще большой респект, он за меня даже бился, потому что мой друг Гильд Михелсон, он писал Антону письмо, и там в Твиттере, я не помню, выставлял, не выставлял, ну, сам факт, что был разговор о том, чтобы я не мог играть даже на гетто, так как федерация связана, но Антон объяснил, это не федерация турнир, это при поддержке, всего лишь поддержке, я могу играть. А Антон объяснял, человек ошибся, все люди ошибаются в жизни, почему людям не давать шанс исправиться? И вот, там повезло, после этого съездил в Германию, блин, как бы не смешно, ребят, звучит, но это вы там сейчас будете смотреть, все такие профессионалы, там, знаешь, думаю, вспоминать, с Слогу играл. Я съездил на чемпионат Европы по уличному футболу, я первое место занял, не каждый может похвастаться, что он первое место занял, потом съездил куда-то там еще какие-то турниры ездили. Ну, что гетто тоже на самом деле интересная вещь. Они много шансов дают куда-то съездить, себя показать. 3 раза там нормально так себя проявлял. Было такое ощущение, что на тебя косо смотрят? Ну, Да, так, футбольное общество, да? Конечно. Я парень не стеснительный, да, я могу просто... Я такой, ну, я правда парень не стеснительный, я могу подойти, начать разговор, но я вижу людей в глаза, которые, знаешь, ну, блядь, ты же, блядь, типа, блядь, долбай, ты сдавал игры, знаешь, типа. Ну, вот такие вещи как бы говорили. Ну, видно, что не говорили, а видно, что не хотят как бы там, ну, что я как отбросок можно, ну, типа так они говорили. Или там, знаешь, с некоторыми идешь там, с ребятами в Мэтте, когда вот я там играл, да, идешь там, ты их видишь, и они, типа, знаешь, идут, вот, типа, знаешь, он, блядь, Волга, мне нельзя с ним здороваться, он сдавал игры, на самом деле ругает, знаешь, типа. А реально был такой разговор, я не буду ничего стеснять, мне ребята лично, я не буду называть фамилии, но мне говорили, что запрещали со мной общаться. У меня были мысли попасть в футбол, но мне говорят, чтобы не со мной, чтобы не общались. У тебя год дисквалификация была, ты изначально планировал, что год пройдет и дальше будешь играть, да? Где Честно, да. Честно, я хотел... Были варианты, так что ФШ звала играть в первую лигу. Получается ситуация, тебя дисквалифицируют за попытку, организации договорного матча, ты заканчиваешь, можно сказать, профессиональным футболом, а сейчас сидишь в квартире с видом на старый город, на всю Ригу,
Получается, что это все типа окей, так и должно было быть. И ну сейчас смотрят юношу и думают, да ну ничего страшного, вон парня типа дисквалифицировали, а сейчас все нормально у него. Это кажется, знаешь, как мне мама говорит, внешность обманчивая, да. Ну, по работу, ну, пока могу позволить, да, арендовать такую квартиру. Будет что-то сложно с работой, ну, буду думать, как бы, ну, это, как бы, тут вид, ты где сейчас живешь, это ни при чем. Главное, что у тебя под подушкой, да, сохранено. Как бы, если там денег нет, ну, какой-то... Ну, ты знаешь, какой первый комментарий будет, когда увидят, где... Нас давал? Остались еще. Лого, Ну, ну что посоветуешь молодым футболистам? не ведитесь на легкие деньги. Да? Если заработаете легкие деньги, они ни к чему хорошему не приведут. И на такие вещи, как, слушай, давай дадим игру и заработаем пару тысяч, это не стоит того. Вы не представляете, сколько нервов я ну, хотелось относительно, знаете, как спрыгнуть, потому что внутри так бомбило, просто так бомбило, что ты поставил себя. Да ладно, что ты себя поставил, ты подставляешь команду в первую очередь, ты гондон перед командой. Ну, так что, ну, не стоит этого, да. Если вам там миллионы предлагают, ну, подумайте. Я подумал. Но вот те смешные пару тысяч, я был маленький, мне было там 19-20 лет, и это вообще того не стоит. Ну и... Лого, спасибо, что рассказал нам эту историю. Я думаю, на самом деле это кому-нибудь да пригодится в жизни. Что вообще вот ты посоветовал бы молодым футболистам, которые там вроде уже и занимаются этим делом, знаешь, футболом лет 10, но и чувствуют, что может не мое. Потому что, почему такой вопрос? Потому что, как говорят, надо до конца верить в мечту и так далее. Ты вот закончил с футболом 22-23, да, года? 23, да, где-то так. И прекрасно себя чувствуешь. Я вообще отлично себя чувствую, и я полностью доволен, что сейчас происходит. Молодым ребятам я советую продолжать работать, просто и для себя выбрать, что вы реально хотите в этой жизни, потому что если у вас будет два дела, вы никогда не станете знаменитым, в плане не знаменитым, а успешным футболистом, и необходимо работать каждый день, просто оставаться на тренировке. Ну, отличный пример, как бы это странно звучало, Роналду. Все, наверное, в курсе, сколько он занимается вообще в день, и несмотря на то, что у него есть семья и все, огромные контракты, вроде бы ему ничего не нужно, но сколько ему уже, там, 34 года, и он до сих пор просто пахает по 7-8 часов в день. И если вы реально хотите стать хорошими футболистами, особенно в Латвии, то вам нужно думать только об одном. Забить на остальное все и думать о футболе, конечно же. Как думаешь, если бы Криштиану еще музыкой занимался бы, он добился успеха такого же? Ну, конечно, нет. Может и добился, но не такого. Может, он Спасибо, что уделил свое времени. И давай успехов тебе. Спасибо большое. Ждем, следите за моим ждем творчеством. хиты. Буду рад, если будете подписаны на мой канал, где я, кстати, Там, да. обучаю музыке. Если вам интересно это, то переходите на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, буду рад. А это был канал BCF Прибалтика и мое шоу «Зажигалка». Увидимся скоро. Все самое интересное еще впереди. Подписывайтесь.